Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, с данной расцветочкой и с новым узорчиком. Итак, сразу же акцентирую внимание. Вы берете пряжу, какая у вас есть. Узорчики универсальные, подходят под любую пряжу. Самое главное, подбирайте правильно крючок. В моем случае сегодня я показываю образец из данной пряжи. Называется она Визель Rainbow Angora, цвет 10. Вот такой вот интересный секционный, видите, окрашивание идет от темного к светлому и так далее. Дальше, по составу, что это у меня за ниточка? В 100 граммах находится 550 метров, то есть вот такая вот толщина ниточки. 15% мохер, 10% альпака, 15% мериносовая шерсть и 60% акрил. Крючок нам советуют производители брать, смотрите, 5-шестерка. Но я вязала данную пряжу троечкой. В принципе, троечка меня устраивает под мою плотность вязания, мой узорчик. И я сегодня буду вязать троечкой. Вы точно так же берете свою пряжу, читайте аннотацию, подбираете крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 5 петелек. Давайте я наберу, например, 6 раппортов. Это получается 30 воздушных петелек. И еще 2 петельки дополнительно, чтобы узорчик ровно закончился. Итого 32 воздушные петельки набираю я, а вы набираете сколько вам удобно. Итак, все как всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю 32 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32. Вот мой будущий образец. Далее, как у многих узорчиках, давайте сделаем вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Теперь аккуратненько отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид в пятую петельку нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. В следующую петельку точно так же нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. И так вот вы шагаете, провязываете в каждую петельку цепочки столбики с накидом, сами себя контролируйте. Количество столбиков должно равняться количеству петелек, которые вы набрали. То есть в моем случае 32 петельки я набрала, значит должно получиться 32 столбика, ни больше, ни меньше. Все. И самое главное, не забывайте, что первые 3 петельки подъема, которые мы провязывали, вот эти вот, да, это тоже имитация столбика, считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте до конца ряда самостоятельно. И в конце ряда встречаемся. Начинаем провязывать узорчик. Договорились? Несложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики. Все ровненько, аккуратненько. Далее приступаем непосредственно к узорчику. Для начала воздушная петелька, поворот. И сюда же, в этот же столбик, мы провязываем столбик без накида. Есть. Далее воздушная петелька. И в верхушку следующего столбика ныряем и провязываем столбик без накида. Пока просто повторяйте. Раз. Следующий столбик, столбик без накида. 2. 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем один столбик. Так. И провязываем следующий столбик, столбик без накида. Раз. Следующий столбик без накида. 2. Одна воздушная петелька, ничего не пропускаем, сразу же провязываем вот эти 2 столбика. Раз, 2. После вот этих 2 столбиков делаем 2 воздушные петельки. Раз, 2. И пропускаем один столбик. Раз, 2 столбика провязываем. Раз, 2. Столбики без накида. Далее одна воздушная петелька, ничего не пропускаем. Опять 2 столбика провязываем. Раз, 2. И вот так вот до конца ряда вы шагаете. То есть получается, вначале вы сделали одну воздушную петельку, 2 столбика. 2 воздушные петельки, 2 столбика. Одну воздушную петельку, 2 столбика. 2 воздушные петельки, 2 столбика. То есть вот так вот вы шагаете, шагаете. Единственное, что там, где 2 воздушные петельки, вы пропускаете один столбик. А там, где одна воздушная петелька, вы ничего не пропускаете. Поняли? Все, давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся.
Так, довязали мы, получается, практически до конца свой первый такой вот маленький ряд. Как мы заканчиваем? Вот, получается, у меня были 2 воздушные петельки, да, столбик я пропустила, 2 столбика провязала, и здесь я делаю по очереди, идет 1 воздушная петелька, видите? И в 3 петельки подъема, в 3-ю петельку я ныряю и провязываю столбик без накида. Все, мой ряд закончился. 3 воздушные петельки подъема, 1, 2, 3, поворот, 1 воздушная петелька по узорчику. Есть. Далее накид. И вот там, где мы провязывали воздушную петельку, вот в эту арочку, да, мы в эту арочку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Есть. Далее 1 воздушная петелька. Дальше у нас идет арочка из 2 воздушных петель. Помните, да? Вот мы в эту арочку ныряем столбиком без накида. 1 воздушная петелька, накид. Дальше у нас идет, получается, опять пропускаем 2 столбика и идет воздушная петелька 1. Помните, да? Мы, получается, в эту воздушную петельку, в арочку, вернее, ныряем. Столбик с накидом 1, 2 воздушные петельки. И сюда же столбик с накидом 2. Сформировали вот такую вот рогаточку. Угу. И вот здесь в самом начале у нас была как бы половинка рогаточки. Далее воздушная петелька. Пропускаем вот эти 2 столбика. Там, где у нас 2 воздушные петельки, ныряем, провязываем столбик без накида. Воздушная петелька. Опять провязываем рогатку. То есть вот 2 столбика пропустили. Там, где была 1 воздушная петелька, ныряем и провязываем рогатку. Столбик с накидом 1. 2 воздушные петельки. И сюда же возвращаемся в эту арочку, в маленькую. Столбик с накидом 2. Поняли, да? Там, где у нас арочка из 2 воздушных, мы провязываем столбик без накида. Видите? Столбик без накида, столбик без накида. Там, где арочка у нас с 1 воздушной петельки, мы провязываем рогатку. Рогатка, рогатка. Поняли, да? Воздушная петелька. После рогатки опять пропускаем 2 столбика. У нас здесь идет 2 воздушные петельки. В арочку провязываем столбик без накида. Угу. И вот так вот шагаете до конца ряда. Не сложно? Я думаю, что нет. В конце ряда встречаемся. Давайте. Так, смотрите, вот наши первоначальные рогаточки практически готовы. Как мы заканчиваем ряд? То есть вот у нас опять же идет, помните, вот здесь вот 1 воздушная петелька, то есть мы должны провязать сюда рогатку. Но, так как это конец ряда, провяжем пол рогатки. Накид. Ныряем вот в эту арочку из 1 воздушной петельки и провязываем столбик с накидом. Далее в рогатке у нас были 2 воздушные петельки. Мы сделаем только 1 воздушную петельку, накид и провязываем столбик с накидом в столбик без накида предыдущего ряда. То есть у нас вот таким вот образом ряд наш закончится. Угу. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Далее повторяйте. 2 воздушные петельки по узорчику. 1, 2. Накид. Ныряем вот в эту арочку, которую мы только что сделали. И провязываем столбик с накидом. Есть. Далее смотрите, будьте внимательны. Накид. Вот у нас здесь столбик без накида предыдущего ряда. Помните, да? Между рогаточками. Столбик без накида. Ныряем в этот столбик. Вытягиваем ниточку. И провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Есть. И еще раз делаем так 4 раза. Сюда же. То есть у нас всего будет 5 столбиков. Второй столбик с накидом. Сюда же 3-й столбик с накидом. Сюда же 4-й столбик с накидом. И сюда же 5-й столбик с накидом. Поняли, да? Вот, у нас получается 5 столбиков с накидом. Далее петельку вот так вот подтягиваем и отпускаем ее. Теперь, смотрите, присоединяемся к верхушке первого столбика. Вот так вот, раз, спереди назад. Захватываем вот эту петельку, подтягиваем ее для себя, чтобы было удобно. И эту петельку протягиваем через верхушку первого столбика. У нас получается вот такой вот называемый бочонок попкорн. Похоже? Далее воздушная петелька, накид. И мы переключаемся вот на нашу рогаточку. И в рогатку будем провязывать точно такую же рогатку. Смотрите, столбик с накидом 1. Только здесь будем делать 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид и обратно сюда же в рогатку вернулись, столбик с накидом 2. Вот, должна получиться вот такая картина. То есть здесь у нас как бы вот половинка, да, вот этой рогаточки. Мы здесь сделали 3 петельки подъема и 2 воздушные петельки.
Идем дальше. Далее мы делаем опять попкорн, точно такой же. Вот столбик наш без накида между рогатками. В этот столбик ныряем и провязываем 5 столбиков с накидом. Раз. Сюда же. 2. Сюда же. 3. Сюда же. 4. Сюда же. 5. Потянули ниточку. Так. Идем к первому столбику. Берем спереди назад так вот за верхушку столбика. Дальше крючок заводим в петельку. Петельку подтягиваем. И эту петельку протягиваем через первый столбик. Вот наш бочоночек попкорн. Еще один готов. Воздушная петелька. То есть как бы закрепляем. Да? И опять рогатка. То есть столбик с накидом раз. Здесь будут 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. И сюда же столбик с накидом 2. Поняли, да? И вот так вот вы шагаете до конца ряда. Не сложно? Я думаю, нет. Давайте в конце ряда встречаемся. Провязывайте самостоятельно. Так, смотрите. Вот наш попкорн практически готов. Как мы заканчиваем ряд? Вот у нас идет попкорн. Да, мы сделали воздушную петельку. Теперь смотрите. Мы делаем накид. Ныряем, получается, вот в эту вот арочку нашу последнюю. Столбик с накидом раз. И здесь мы, получается, делаем не 3 воздушные петельки, а всего лишь только 2. Раз, 2. И помните, мы сделали 3 петельки подъема. Так вот, в третью петельку подъема аккуратненько ныряем и провязываем столбик с накидом. Так. Все, и на этом наш ряд закончен. Далее, воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Затем в арочку нырнули и провязали столбик без накида. А далее, смотрите, делаем 6 воздушных петелек. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Так. И перепрыгиваем вот в нашу рогаточку. То есть мы перепрыгиваем наш попкорн в рогатку. Рогатку. Столбик без накида. Опять 6 воздушных петелек. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Опять перепрыгиваем наш попкорн в рогатку. И в рогатку провязываем столбик без накида. Понятно? Мы делаем вот такие вот большие дуги, арочки, до конца ряда. Понятно? Прыгаем только по рогаточкам. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот наши большие, да, арочки готовы практически. Как мы заканчиваем ряд? Точно так же, как и начинали. Получается, столбик без накида в арочку, а потом в третью петельку подъема аккуратненько провязываем тоже столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Далее воздушная петелька, поворот, и сюда же в верхушку этого же столбика мы провязываем столбик без накида. Есть. А теперь смотрите, наша с вами задача именно нырять в эту арочку и провязываем 7 столбиков без накида. Нырнули, провязали раз столбик без накида, сюда же 2 столбик без накида, сюда же 3 столбик без накида, сюда же 4, 5, 6, 7. Как только провязали, сразу же автоматически перепрыгиваем, то есть столбик не трогаем. Сразу же в следующую арочку и провязываем еще 7 столбиков без накида. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Поняли, да? И сразу же перепрыгиваем в следующую арочку. То есть несложно, да? И вот так вот получается вы провязываете все арочки. Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда самостоятельно и в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот мы закончили практически ряд с нашими арочками. Так, провязали столбиками без накида. И как мы заканчиваем? Вот у нас получается здесь был столбик без накида. Мы ныряем в него и заканчиваем ряд точно так же столбиком без накида. Все, красота. Далее смотрите, 3 петельки подъема. Раз, 2, 3. Поворот. Здесь мы делаем с вами одну воздушную петельку по узорчику. Итого получается 4 воздушные петельки. А теперь будьте внимательны. Смотрим на верхушки наших столбиков. У нас здесь их было 7, правильно? Итак, первые 2 столбика пропускаем. С третьего начинаем, провязываем столбик без накида. Раз. В четвертый получается столбик без накида 2. И в пятый столбик без накида 3.
Как только мы провязали 3 столбика без накида, делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. И перепрыгиваем. Вот у нас остается здесь 2 столбика. Мы их пропускаем, да? Перепрыгиваем в следующую нашу арочку. Опять точно так же. 2 столбика пропускаем. Следующие 3 провязываем столбиками без накида. Итак, столбик без накида. Раз. Столбик без накида. 2. Столбик без накида. 3. Опять у нас 2 столбика остаются, мы их не трогаем. Делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. Перепрыгиваем в следующую арочку. Опять пропускаем 2 столбика. И начинаем провязывать точно так же 3 столбика без накида. Поняли, да? Несложно, согласитесь. И вот так вот вы провязываете до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Давайте. Так, смотрите. Вот мы еще провязали еще одну красоту, да, наши маленькие арочки вот такие вот сделали. Как мы заканчиваем ряд? Вот мы провязали последние 3 столбика, да, мы же здесь сделали 2 воздушные петельки, а сейчас в конце ряда мы делаем 1 воздушную петельку, накид, и чтобы край нашего ряда выровнять, да, высоту, в столбик без накида предыдущего ряда провязываем столбик с накидом. Помните, да? Начинали мы, получается, наш край 3 воздушными петельками. Здесь, значит, здесь будет столбик с накидом. Далее воздушная петелька, поворот, и сюда же в верхушку этого столбика провязываем столбик без накида. Дальше смотрите, ныряем, получается, вот в эту маленькую арочку, провязываем столбик без накида. Далее тут у нас 3 столбика без накида, вот мы в первый провязываем тоже столбик без накида. А далее будьте внимательны, делаем 2 воздушные петельки, пропускаем 1 столбик и в следующий провязываем столбик без накида. Тут у нас, помните, были 2 воздушные петельки, да? Ныряем в эту арочку и провязываем 3 столбика без накида. Раз, два, 3. И следующий, получается, столбики. Вот раз, два, 3. Первый мы тоже провязываем столбиком без накида. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропустили 1 столбик и в следующий столбик провязываем столбик без накида. Опять идет у нас арочка из 2 воздушных петелек. Мы в нее провязываем 3 столбика без накида. Раз, два, 3. Поняли, да? То есть вот такая картина получается. Если внимательно приглядеться, то мы повторяем практически, но с небольшим изменением, самый наш первый ряд. Помните, мы делали 1 воздушную петельку, 2 воздушные петельки, 1, 2 и так далее, и так далее. Вот. То же самое получается. Мы здесь делаем 2 воздушные петельки, но 1 воздушной петельки здесь нету. 2 воздушные петельки есть, а потом просто столбики. Поняли, да? Вот с этих 3 столбиков провязываем первый столбик. Второй столбик мы пропускаем, над ним провязываем 2 воздушные петельки. Так, третий столбик провязали. А потом в арочку из 2 воздушных петелек провязываем 3 столбика без накида. Раз, два, 3. И опять из 3 столбиков провязываем только первый. Дальше опять будут 2 воздушные петельки и так далее, и так далее. Поняли, да? Все, давайте до конца ряда и в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот мы провязали полностью наш ряд с нашими столбиками, воздушными петельками. Как мы заканчиваем наш ряд? 2 воздушные петельки, когда мы сделали, да, получается, мы провязываем 3 столбик, и у нас здесь с вами, помните, арочка была. Так вот, в арочку мы должны провязать столбик без накида 1. Далее воздушная петелька. Так, и потом у нас шли 3 петельки подъема. В третью петельку подъема мы провязываем столбик без накида. Все, как бы мы заканчиваем ряд точно так же, как и начинали. А дальше с вами мы, получается, будем повторять ряд там, где мы с вами делали рогаточки. Помните, да? Все точь-точь. Второй ряд мы сейчас повторяем. То есть 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот, воздушная петелька, накид. И сюда, вот в эту арочку из 1 воздушной петельки, которую мы только что сделали, ныряем и провязываем столбик без накида. Ой, столбик с накидом, вернее, да? Пол рогаточки. Воздушная петелька. И перепрыгиваем вот наша арочка из 2 воздушных. Мы в нее провязываем столбик без накида. Воздушная петелька. Теперь смотрите внимательно. У нас здесь идут 5 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5. Так вот, в третий верхушку ныряем и провязываем рогатку. Столбик с накидом 1. 2 воздушные петельки. Столбик с накидом 2. Угу. Вот, тут пол рогаточки, тут рогаточка. Помните, как и здесь? Рогаточки у нас было. Пол рогаточки, рогаточка. Идем дальше. Опять 1 воздушная петелька. И смотрите, у нас получается здесь
2 воздушные петельки, ныряем в них, столбик без накида. 1 воздушная петелька, опять рогаточка, 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, в третий. Ныряем и провязываем рогатку. Столбик с накидом 1, 2 воздушные петельки, столбик с накидом 2. Все, как бы это небольшая такая особенность, а дальше вы просто-напросто все повторяете. Дальше у вас будут такие вот пышные столбики, это получается вот такой вот бочоночек попкорн, так? Потом, получается, вы после попкорна делаете большую арочку, потом эту арочку обвязываете, да, а потом сверху делаете вот такие вот небольшие арочки и так далее. По итогу у нас получается узорчик с вами 6 рядочков. То есть вначале вы делаете маленькие арочки, так, потом делаете рогаточки, потом делаете попкорн, 3-й ряд, 4-й ряд большие арочки, 5-й ряд обвязываете большие арочки, 6-й ряд делаете маленькие арочки. И далее идет повторение. Поняли? То есть перематывайте чуть-чуть назад, да, перематывайте с самого первого ряда начинаете и вот так вот растете. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Получится необычно красиво. Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите. Я, получается, провязала еще 2 вертикальных раппорта. Так, получается, 1 раппорт мы провязали с вами вместе. И вот эти вот 2 провязала я. То есть по итогу 18 рядочков, да, если 1 раппорт 6 рядочков. Закончила я просто обычными столбиками. Это получается 19 ряд. И если первый ряд посчитаем, получается наборный ряд, это у нас итого 20 рядов. Видите? Какой компактненький узорчик получается. Ажурненький, в то же время интересненький. Он получается у нас односторонним. Смотрите, видите, это получается изнаночка. Это лицевая сторона. Вот так вот в моем случае из моей пряжи он тянется. Видите? Я, конечно, увидела его в палантине в первую очередь. Ну, а в дальнейшем вы уже смотрите, что это у вас для вас будет. Это может быть жилеточка, это может быть кардиганчик. Ждала, когда уже перейдет цвет, видите. Был чуть-чуть темненький, потом пошел голубенький, перешел в белый, опять вернулся в голубенький. И дальше думала, пойдет в синенький, но еще нет, видите. То есть такой нежно-нежно-голубенький, потом переходит в голубой, потом уже в синий, темно-синий, а потом пойдет в обратном направлении. То есть, если это будет у вас палантин, да, какое-то большое изделие, то, естественно, получается, ширина будет его больше, переходы будут плавненькие, красивенькие, будет здорово. Давайте замерим красоту. Итак, я, получается, набирала 32 воздушные петельки. Если моей же пряжей, моим крючком и моей плотностью вязания, то в моем случае это получается 15 вот, сантиметров, ну, может быть, 14,9, да? А здесь мы посчитали уже 20 рядочков у нас. И это получается, ну вот, 13,5 сантиметров. Так? Смотрите, пока вязала, да, получается, вязали у нас наши бочоночки, смотрели вот так вот вверх, а потом думаю, а если перевернуть, как вам? Когда будет вниз смотреть, тоже интересно, согласитесь, да? Подбрасывайте идейки, что можно связать данным узорчиком. Вязали ли вы данный узорчик? Схемку не выкладываю, потому что автор запретила выкладывать схемку. Поэтому, девчата, повторяйте, сами себе схемки рисуйте. В принципе, несложно. 6 рядочков провяжете, а потом просто повторение. Согласитесь, да, в копилочку ваших узорчиков. Интересно? Я думаю, интересно. Необычно, ажурно. Думаю, классно. Надеюсь, вам сегодняшнее видео понравилось. Нахвалила, да, свой узорчик. Надеюсь, видео понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в свои плейлисты и вяжите в удобное для вас время. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.